Очень часто я слышу от клиентов один и тот же вопрос. Когда нужно платить налоги, сколько и вообще, может быть, есть какая-то периодичность? У меня есть ответы на все эти вопросы. И сегодня я вам о них расскажу с помощью своего клиента, которому я буду отвечать на эти вопросы, потому что эти вопросы абсолютно типичны. С вами я, Альбина Ялалова, ваш бухгалтер в США. Моя компания I Love Accounting предоставляет услуги по налогам, то есть мы делаем налоговые декларации как для физических лиц, так и для юридических лиц. Также мы помогаем с бухгалтерским учетом, оказываем услуги по бухгалтерскому сопровождению и заработной плате. Расчет заработной платы мы тоже делаем. А также занимаемся открытием, закрытием и переносом компании из одного штата в другой. У меня есть бизнес в США, и я хотела бы знать, когда мне платить свои налоги вот за 2024 год. А в 2024 году ты их не платила? Мгм. Налоги нужно платить в течение года, если вы являетесь самозанятым или у вас есть бизнес такой, как С-корпорация, партнерство или Си-корпорация, вы должны платить налоги в течение года в виде авансовых платежей, так называемых estimated taxов. Ты должна была их платить в течение года 15 апреля, 15 июня, 15 сентября. И вот последний твой платеж должен быть до 15 января уже текущего года за предыдущий год. Эти все 4 платежа будут считаться авансовыми платежами. А сколько я должна была платить каждый квартал? Каждый квартал ты должна была платить как минимум 1/4 от суммы налога, рассчитанного тебе к оплате за прошлый год. То есть, что мы должны иметь к 15 января текущего года? За прошлый год налоги должны быть уплачены в размере 100% налога за прошлый год, либо 90% налога за текущий год. Естественно, за прошлый год налоги мы знаем, какая сумма налога у нас рассчитана, а за текущий год мы можем предположить. Поэтому важно вести бухгалтерский учет в течение года и понимать, какая сумма у вас доходов и расходов, чтобы уже ближе к 15 января вы понимали, какая сумма чистой прибыли у вас выйдет и какая вероятность, какая сумма, какая будет у вас вероятна к уплате налога. И 90% от этой суммы налога должна быть уплачена к 15 января. А что будет, если я не заплатила эту сумму до 15 января? Если вы не оплачиваете сумму вашей задолженности по налогам за 2024 год до 15 января 2025 года, ну или мы говорим о следующих налоговых годах, то до 15 января года следующего за отчетным, то у вас возникает задолженность, и эта задолженность, она для вас ничем не грозит, если эта сумма задолженности меньше, чем $1000 до 15 апреля. Потому что 15 апреля срок подачи декларации, и 15 апреля срок оплаты налога, если сумма меньше $1000. Но если сумма налога к уплате больше, чем $1000 у вас после 15 января текущего года за предыдущий налоговый год, в этом случае у вас возникнут пени. Пени будут рассчитываться исходя из 8% годовых. Такая ставка у налогов из прошлого года у ОРС. И вы должны будете платить помимо суммы задолженности по налогу, то вы также будете платить еще и пени. Если ваша задолженность по неуплате налога после 15 апреля будет продолжаться, если вы не заплатите ваши налоги до 15 апреля, после 15 апреля, кроме пени и пеналти, вы заплатите также и штрафы, вот эти пеналти, за несвоевременную оплату и за то, что у вас уже будет просрочка платежа, это либо 5% от суммы задолженности, и уже она может дорасти максимально до 25% от суммы задолженности по налогам. Поэтому в ваших интересах, чтобы не переплачивать лишние суммы в виде пени, пеналти, лучше заплатить до 15 января как минимум сумму задолженности вашу, которая не превышает $1000. После 15 января уже до 15 апреля заплатить оставшуюся сумму, до которой у вас меньше 1000. А если я оплачу до 15 января, то у меня никаких пений не будет, если у меня останется в задолженности на 15 апреля не больше $1000? К сожалению, это так не работает. Если вы должны были платить авансовые платежи,
И это рассчитывается, как я уже сказала, исходя из размера 100% прошлогоднего налога или 90% текущего налога, вы их не платили, то налоговая вам автоматически в форме 2210 рассчитает вам сумму задолженности по этим платежам. То есть она будет это рассчитывать, исходя из того, что годовая налоговая декларация за прошлый год или 90% годовой суммы задолженности по налогу за текущий год, деленная на 4 части. И если эта сумма была не оплачена 1/4 часть до 15 апреля, то уже с 15 апреля на эту 1/4 часть будут начислены проценты по задолженности. Если 2/3 части не были оплачены до 15 июня, то уже пойдут пени на эту 2/3 части, тоже в зависимости от того, какой срок был неуплаты налога и так далее. То есть вы должны помнить, что авансовые платежи лучше платить своевременно, чтобы не заработать вот этих самых пений, которые идут и начисляются на сумму задолженности в зависимости от периодичности. 1/4, 2/4, 2/4, 3/4 и полностью сумма налога должна быть заплачена до 15 января. А если у меня будет сумма к оплате не больше $1000, никаких пений я не буду платить? Все верно. Если сумма к оплате будет меньше, чем $1000, пени у вас не будет. А как я могу оплатить налоги? То есть каким способом я могу внести эти авансовые платежи? У вас очень много способов внести авансовые платежи. Самый удобный, самый легкий способ – это когда вы делаете налоговую декларацию за текущий год. Допустим, вы делаете декларацию за 2024 год. Вам нужно в моменте с бухгалтером, когда вы с ним оформляете, все посчитали сумму налога за текущий год, оформить также и расчет авансовых платежей, поделите этот налог за текущий год на 4 части и платите эти авансовые платежи в течение года. В идеале, если налоговая автоматически будет эти суммы у вас списывать. Это абсолютно легко. Ваш бухгалтер указывает ваш роутинг аккаунт номер, расчетный счет, и с которого будут списываться ваши авансовые платежи. Кстати, момент, который я хочу сказать, что указывайте персональный аккаунт, не указывайте бизнес, потому что уплата налога для самозанятых, для эс-корпораций, для партнерств это не является расходом бизнеса, это является уплатой личного налога, потому что все основные типы организаций, такие как эс-корпорация, партнерство и sole proprietorship, то есть индивидуальное предпринимательство, они все являются pass-through entity, то есть это организации, юридические лица, в которых налог на уровне компании не уплачивается, он уплачивается лишь тогда, когда на уровне физического лица, тогда, когда компания закрыла год, посчитала свою чистую прибыль, передала через Scale 1 или через Schedule C информацию о чистой прибыли в личную налоговую декларацию собственника компании, и он уже эту сумму рассчитал в личной декларации и заплатил. Поэтому эту сумму надо смотреть в личной декларации и платить с личного счета. Еще раз, первый вариант, вы можете заплатить эти налоги путем автоматического списания, то есть когда вы заполните налоговую декларацию за текущий год, вы можете указать, чтобы АРС снимала авансовые платежи автоматически с вашего счета каждый квартал. Это очень удобно, вас абсолютно не напрягает. Единственное, о чем вы должны помнить, что на вашем счету должна быть энная сумма, которую вы указали как Estimated Tax Payments каждый квартал. 15 апреля, 15 июня, 15 сентября и 15 января следующего года за отчетным. Второй метод уплаты налога – это добровольный метод, когда вы можете самостоятельно зайти в ваш личный аккаунт на сайте АРС и заплатить налог. Обычно тоже тем же способом указать свой роутинг и аккаунт номер вашего расчета личного и заплатить этот налог. Третий способ тоже очень удобный, если вам, допустим, нету свободных денежных средств в моменте, и вы не знаете, как сложится ваш бизнес в дальнейшем и как у вас пойдут дела, вы можете платить авансовые платежи каждый квартал тоже самостоятельно на сайте налоговой, не обязательно в личном кабинете, но используя вашу кредитную карту. В этом случае размер платежа дополнительного фи за использование кредитной карты что-то около $2,5,
или какой-то суммы там не такой большой. То есть вы это можете тоже сделать, если вы не можете заранее предугадать, будут ли у вас средства на счету, или вам все-таки удобнее использовать кредитную карту и потом ее погашать. Еще один момент по поводу уплаты. Вы можете дополнительный способ отправить ваш чек, выписать чек от вашего имени. Мы в США все еще этим пользуемся, у нас есть чековые книжки. Мы можем отправить чек в АРС. Это не самый безопасный, не самый мой любимый, не самый рекомендуемый мною способ, но да, американцы этим пользуются, и многие американцы отправляют чеки в АРС. Кстати, когда мы делаем налоговую декларацию, если клиент хочет, мы для него распечатываем приложение к этим чекам, для того, чтобы они отправляли авансовые платежи. На этих приложениях указана сумма, указан адрес АРС, куда вам нужно отправлять. И вот этот распечатанный листочек каждый квартал налогоплательщик может отправить вместе с выписанным чеком в налоговую. Это один из способов дополнительных, как можно оплатить АРС. Если, допустим, пожилые люди, которые занимаются бизнесом, но не очень любят банковскую систему, а здесь в Америке пожилые люди живут долго и работают долго, и у многих свои бизнесы, то многие американцы этим пользуются и делают именно так. Особенно old school. А что, если я переплатила налоги? Если вы переплатили налоги, то ничего страшного. У вас есть два варианта. Вы можете сумму переплаты вернуть обратно, то есть указать свои расчетные счета, если вы подаете электронную декларацию, то есть бухгалтер ваш подает электронную декларацию, он укажет ваш счет, куда вернутся эти деньги. Излишек переплаты или возврат денег, которые вы переплатили, он вам вернется. Второй вариант, вы можете указать галочкой, что вы хотите, чтобы сумма, которую вы переплатили, была зачтена как авансовый платеж на следующий год. Это тоже очень удобный способ. Если я захочу вернуть сумму, то в течение какого времени приблизительно она вернется ко мне на счет? Обычно, когда мы электронно отправляем налоговые декларации, сумма возвратов, сумма переплаты возвращается в течение 21 дня. Но бывают разные ситуации. Бывают ситуации, когда бывают дополнительные проверки, бывают ситуации, когда подается уточненная декларация с возвратом, то сроки растягиваются. Но в среднем стандартный срок поданной налоговой декларации электронной — это 21 день. Бывает и раньше. Спасибо за развернутый ответ. Я поняла, и теперь буду платить налоги ежеквартально. Это самое правильное, когда ваши налоги уплачены в полном объеме своевременно, у вас нет никаких вопросов. Как говорится, плати налоги и спи спокойно. Ну и плюс в Америке есть негласная, так сказать, нет, это поговорка, которая написана: нет ничего страшнее смерти и налогов. Налогов бояться не стоит, но платить вовремя и соблюдать законодательство налоговое все-таки стоит. С вами была я, Альбина Елалова. Обращайтесь, мы всегда будем вам рады помочь с вашими налогами, с вашими налоговыми декларациями, с вашими вопросами по налоговому кодексу, которые вам не ясны и с чем вам нужно помочь. Мы всегда на связи.